Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие любимые. Второй прогноз. События до конца декабря. События, которые не вошли ни в один прогноз, обычно мы с вами их делаем на декаду. А это то, мы рассмотрим, что не укладывается во временные рамки. Это те, может быть, и люди, как и события, которые входят в вашу жизнь, но, возможно, это какая-то концепция, которая будет продолжаться и дольше, да, но ведь наши планы, они не всегда вписываются вот в четкое понимание недели, к примеру, а может быть и люди. Вот давайте мы с вами узнаем. И на первой колоде мы с вами достанем 3 знака судьбы, потоковая информация. Что вам нужно знать, учитывать, может быть, прямо сейчас. Давайте с вами узнаем. Какие подсказки нам дадут карты? А возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Почему нет? Что для скорпионов? Подскажет карта. Что вам нужно услышать? Важно знать. А вы люди очень интуитивные. И если переложите, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, хоть и карты не расскажут, конечно, о личной истории каждого из вас. Но вот ваши планы, ваши задумки, намерения, цели, если переложить на карту, то, я думаю, и подсказок будет больше. Итак, продолжим. К чему же это все идет? Зачем это нужно? Да? К чему быть готовым? Достанем 3 карты, вот такой триплет. Может быть, и это что-то происходит, да, вот что случится, мы спрашиваем. И для чего это все нужно? К чему быть готовым? Как все обернется для вас, мои дорогие скорпионы, или будет продолжено? Итак, первая карта. Работай, у тебя все получится. Но знаете, вот эта колода, кстати, Чиро Маркетти, я вот поднесла поближе, надеюсь, видно. Человек работает, но он несколько так вот подзастрял. С одной стороны, карта, конечно, я обычно говорю, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но знаете, тут такое терпение, вы люди сильные, можно себя заставить, направить как в одно русло. И потом от этой работы света белого не видеть, хочется добавить, не случайно паутина. Да, уже изготовил пентакли этот человек, да, но вот он их развесил уже вроде бы как везде, но они уже паутиной заросли, да, но это как-то вот движение какое-то вам все-таки нужно. Мы не должны застрять в одном моменте, мы не должны, ну, как-то более узко видеть концепцию мира, может быть, вот так вот, на что-то на более глобальном уровне. Есть какая-то реальность, которая присутствует вокруг нас, и нам это нужно учитывать. А деньги– это не деньги ради денег, а один из способов взаимодействия с миром. Недаром у нас тут паутина вокруг книг даже уже образовалась. И явно, посмотрите, тут ведь у нас профессионал показан. Это выход на новый уровень профессионализма по работе, по вашим достижениям, по вашим планам, по вашим задумкам. Но он много знаний уже имеет. Но, может быть, настало время что-то как освежить, пересмотреть. Вот будьте внимательны. Ну и, может быть, кто знает, может быть, и на последующий период времени вот эти деньги, словно пентакли, нужно привести в какой-то баланс, для того, чтобы понимать, какие ресурсы в ваших руках. Ладно, давайте мы с вами откроем следующую карту. Выход какой-то из лабиринта должен быть. Что-то нужно пересмотреть, вы явно тут не видите, потому что по тузу мечей это, во-первых, может быть сама по себе информация, но это также меч. Он говорит о том, что мы можем от чего-то отказаться. Как будто отказаться ради мира. Или отказаться ради наших собственных, чтобы желания ваши исполнялись. Голубь, да? Это именно информация какая-то однозначная, которую и вы можете найти. Может быть, предыдущий период вы искали, но что-то как-то не стыковывалось. А с чем это связано? Может быть, это то, что мы слышим в средствах массовой информации. Опять деньги. Прямо выпрыгнула карта. Карта дома. И вот смотрите, в нашей колоде Чиро Маркетти изобразил крысок, мышей. И с одной стороны, ну вот как будто залезли эти мыши, да, вот в этот ларец, и так это потихоньку
уже повыбрасывали, как будто один, второй, третий, четвертый пентакли. Хотя, если мы переложим на китайскую астрологию, то крыса, год крысы, это как раз животное, то, которое умеет сохранять правильно. Может быть, вам как-то правильно нужно сохранить? Вот подумайте, что вам хотят передать эти карты. Ведь карта, как и профессионализма, и выход на новый уровень, но так и как будто вы эквивалент получаете какой-то. Причем такой, знаете, как по нарастающей было 8 пентаклей, а теперь 10. Но мы можем действительно света белого не видеть, не видеть каких-то, ну это я так, из-за работы, да, или не видеть каких-то обстоятельств, или мы слишком углубились как в одну тему, и что-то начинает от нас ускользать другое. Здесь мало заработать деньги, тут нужно правильно ими распорядиться, безусловно. У вас время вашей где-то силы. Это той силы, которую мы видим в материальном мире. Две карты материальные. Или время ваших заработков. И значит, где-то, забегая вперед, десятка, ведь это всегда как максимум десятка, да? Кульминация. А потом, как ты этим распорядишься. Тут ведь, знаете, тут нельзя что-то прошляпить, опять же, да? Тут надо как-то правильно все это сохранить с тем, что вы заработали. Может быть, это у кого-то из вас какие-то важные темы, подписание документов по части недвижимости, жилья, семьи, какие-то планы семейные, когда тоже это совпадает с материальными тратами, и тут нужно все просчитать. Может быть, вы, когда начнете просчитывать, от чего-то тоже откажетесь. Тут был явно какой-то лабиринт, теперь у вас выход из лабиринта. Но как будто выход из лабиринта, он будет еще одновременно в себя включать денежную составляющую. Вы даром времени не теряли, мои дорогие скорпионы, и, может быть, это вам казалось, что был лабиринт, а вы за это время накопили собственную силу, или как раз когда вы смогли для себя что-то сделать со знаком плюс в плане финансов. И вот теперь кумуляция. Она вам пригодится, вот когда вы выходите, уже делаете шаг вот в это будущее. Точно. Один из способов взаимодействия с миром. И карты нам говорят, смотрите, старший аркан. Для тебя, Скорпион, нет ничего невозможного. Хочешь почета и славы? Пожалуйста. Лавровый венок. Хочешь власти? Пожалуйста. Хочешь денег, золотой телец? Пожалуйста. Правильная работа с информацией. Тоже где-то не на последнем месте. Это как складывает воедино в какой-то общий узор. Хочешь любви, страсти, пожалуйста. Время вашей силы. Тоже заключительный старший аркан, мои дорогие. Время подведения итогов. И это, знаете, как завершение и начало. Вот вам нужно с тем, что вы сейчас имеете, как-то очень правильно распорядиться. А я, конечно, надеюсь, что у нас будет мир, будут подписаны какие-то важные документы. Может быть, даже то, что мы слышим в средствах массовой информации, для вас как окно в мир. Или когда вы какие-то бумаги, может быть, долгое время ожидали, вот у вас это все равно все свершится. Но это не само по себе, когда мы расслабляемся, все-таки туз мечей, интеллект в первую очередь, потребуются какие-то важные решения, и есть уже по тузу мечей какой-то балласт, который мы должны оставить в прошлом. И, может быть, это касается где-то и людей, или каких-то событий, наших предубеждений, или того, что мы будем продолжать, а что мы оставим в прошлом. К чему все идет? Победа. Карта, кстати, вот венок вам лавровый, мои дорогие скорпионы. Эта победа, ее нужно удерживать, потому что карта всегда говорит. Вот как ты только расслабился, это не значит, что мы, знаете, как мертвой хваткой вцепились за что-то, и мы настаиваем на своем, и мы... Нет, тут карта мир, тут дипломатия, она творит чудеса. И даже если мы с кем-то не согласны, значит, ну, отступим полшага назад, спорить не будем, но сделаем как-то красиво, элегантно, но по-своему. Потому что эту победу необходимо сохранять. Как только ты внимание ослабил, это начнет ускользать. Вот к чему все идет. Королева жезлов, может быть, есть конкретный человек. Вполне вероятно, что это человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня.
Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Кстати, люди часто не знают асцендент, потому что для этого нужно знать четкое время рождения. Но это вот в этих энергиях. Но и архетип карты говорит и о вас самих. Ведь это тот человек, у кого сильная позиция, но кто много раз как будто поднимался с колен. Или оказывался в какой-то патовой ситуации. В итоге жизнь научила, что называется, о себе много не рассказывать, хранить тайны свои и чужие. И поэтому королеве жезлов доверяют. Она притягивает к людей. Ей люди доверяют и, значит, больше информации несут. А кто информацией владеет, тот владеет миром. Но о ее-то планах не знает никто. Может быть, и есть такой человек. Тогда приготовьтесь, что о его планах вы тоже ничего не узнаете. Но у вас волшебное средство, это ваша интуиция. Может быть, и вы будете проводить некоторые параллели. И у нас ретро-уран в Тельце, когда мы пересматриваем, переписываем что-то. Может быть, это будут те периоды до конца декабря, когда вы будете перезаключать контракты, как и брачные, так и деловые. Или отправляться в какие-то инстанции, чтобы опять же пересоставить, перезаключить, переписать какой-то важный документ или бумагу. И здесь от ваших правильных действий будет тоже зависеть отчасти будущее. Черный кот возле ног королевы как раз об этом и говорит, что умеет она хранить тайны, а счастье и удача любят тишину. Поэтому примеряйте на себя такой образ, он вам будет помогать. Снова нам карта говорит, есть тот пункт в вашей жизни, что требует сохранять. Это как некий базис. Конечно, это карта жадины. Может быть, и вы столкнетесь с человеком, который, ну, вот такой скупердяй. Может быть, почему нет? Все-таки мы спросили, какие события и люди придут в вашу жизнь. Но ведь точно так же, тогда вот, если с жадиной мы столкнулись, тогда нужно, ну, увидеть, как оно есть, обстоит на самом деле, да? Может быть, это вот как раз персональная карта и говорит о человеке, который на своей волне, и он словно все под себя. Ну, тогда не стоит замечтаться. И ретро нам может приводить. Или мы сами где-то, или ситуации могут такие создаваться, когда люди, которых мы знали предыдущий период жизни, они вновь появляются в нашей жизни и теперь. И если были прежде проблемы, то тогда не нужно замечтаться. Проблемы все-таки сами по себе никуда не делись, они никуда не ушли. Поэтому тут вот какое-то соломоново решение вам нужно принимать по части то, что вы будете сохранять. Иногда, кстати, по этой карте идет ревность, мои дорогие. Ревность, с одной стороны, но ведь это тоже доброе чувство, в хорошем даже, да, смысле. Ну, есть люди, которые нам дороги. И тут не финансовая составляющая, которые, ну вот, да, мы хотим быть рядом с ними, или мы хотим, чтобы они были рядом с нами, но это не должно быть какой-то ловушкой, которая нас как ограничивает в пространстве, во времени, в наших решениях. Понимаете? Вот такой очень сложный вопрос. Вроде бы и победа есть, да? Я больше вижу тут как карта совет, как будто думай, что ты будешь сохранять, а сохранять мы должны только то, что является прогрессом. И у нас сейчас Плутон в Водолее. У нас, мои дорогие, 26 апреля, забегая немного вперед, наступает удивительное время. 26 апреля Уран перейдет в Близнецы, и Плутон тоже находится в Водолее. Две важные планеты, планеты трансформаций, они окажутся в воздушных знаках. Запускаю как новую реальность, как новая, как голограмма, либо обновляется нашей жизни, или как преломление чего-то, да, происходит. Когда хотим мы того или нет, нам придется изменить свои предубеждения, мои дорогие. Поэтому, может быть, вам до этого пути еще и придется какой-то тоже путь свой проделать, прежде чем вы определите, что вы будете сохранять, а что для вас уже не имеет значения. Ладно, давайте, к чему же все идет, как обернется. Ну вот, наверное, смотрите, у вас победа, безусловно, да, наступает время по пятерке чаш, ведь это всегда карта депрессии, разочарований, каких-то сложных мыслей, которые нас не отпускают. И вот эта девушка, которая такая темноватая карта, ну вот, наверное, как это чувство апатии.
или безысходности. Может быть, вот оно еще где-то присутствует в каждом из вас, что-то в нашей жизни не получилось, но оно явно не имеет смысла. Мы говорили меч, отрезаем. Отрезаем или принимаем, может быть, чье-то решение, потому что мы на это не влияем, не можем изменить реальность, она по-другому как-то складывается. И вот самое ценное, оно у вас, возле вас. И девушка, так лениво протягивая ножку, посмотрите, как будто выливает, в этом сосуде наши эмоции. Те, которые сложные, тяжелые. Это, знаете, глубокая философия, которая нас как в колодец каждый раз тянет. И соскользнуть, это, знаете, как билет в один конец. Соскользнуть в этот колодец нам так легко, а вот выкарабкаться из него так сложно. Но, видимо, какое-то решение принято. Она даже не касаясь, да, вот именно ногой как будто художник так прорисовал. Чуть-чуть наклоняет эту чашу. И сейчас вот эти все тяжелые думы, мысли, эмоции, все то прошлое, что нас разочаровывало, скроется вот в этом омуте навсегда. И вот 3 пустые чаши, они уже есть. И вот это будет последнее. А в 5-й то, что для вас важно. Иногда хочется добавить, потому что на некоторых картах, колодах Таро, 5 чаш, это, знаете, как разлитое или разбитое что-то изображается. И мне к этой карте нравится, ну, это я так ощущаю, воспринимаю и предлагаю вам рассмотреть очень мудрые слова Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот явно выбросить осколки, вымыть пол и все, идти дальше. Есть в вашей жизни какой-то пункт. Да, тут есть смысл идти дальше, тем более по рыцарю Пентаклей. В вашем окружении как минимум есть человек, которым или с которым вы можете продолжать какое-то сотрудничество, или есть элемент новизны, который вам нужно изучить, переложить на вашу жизнь. Иногда эта карта говорит о прилежном ученике или прилежной ученице, то есть это всегда что-то новое, но нами не изученное. А также в вашем окружении, к примеру, вы можете, кстати, на этого человека даже не предполагать и не думать, но есть тот человек, который вас может как выручить деньгами. Я часто говорю именно в моих раскладах. Если вам нужно произвести, к примеру, какой-то платеж, а ваши деньги где-то загуляли, да, вы их получите, не сомневайтесь. Но вот какой-то маневр есть тот человек, который вам поможет это сделать. Или есть человек в вашем окружении, который вам может помочь дельным советом. Не пустыми советами, да, что мы там собираем как будто общественное мнение. Нет, это только путаница. Тут своего лабиринта хватает. А это именно может быть тот человек, который либо был в похожей ситуации, либо имеет какие-то, ну, как рычаги влияния или понимание того, как нужно подступить к этому процессу или как поступить правильно, мои дорогие. Для чего все это было нужно? Ну, становление императора. А ведь и правда у кого-то тут нам буквально показан знак Овна, мои дорогие. Может быть, и Овен вообще-то это Марс, это одна из планет-управителей вашего знака зодиака. Но в данном случае Марс очень символично. Транзит там декабря, мои дорогие. Так вот, Марс, он в какой-то, знаете, как новая октава Марса. Это приток жизненных сил, активности, уверенности, безусловно, в самом себе. Но карта предлагает быть мудрым императором. И здесь, знаете, идет такая перезагрузка, когда ваша интуиция вам помогает просчитать ваши самые сильные стороны, выгодные позиции, что следует продолжить, какие документы подписать, буквально оформить. Потому что ведь это карта власти, и еще одновременно и инстанции, и система иерархии, и каких-то, может быть, подзаконных даже актов или составления важных бумаг, но одновременно имеется в виду структура, когда мы тоже поступаем по закону. Тогда и ваша как бы роль возрастает, победа многократно. Может быть, это у кого-то статусная, ведь эта карта, смена статуса. И тут, понимаете, вас явно что-то будет радовать. И, может быть, у кого-то, знаете,
добрые такие вести, когда захочется расслабиться. А карты говорят: нет. Знаете, вам нужно как будто сменить имидж, может быть, даже так, подумать. Я не призываю, но я могу рассмотреть, потому что так карты как-то у вас легли, когда с учетом туза мечей. Мы говорим, люди встречают по одежке, провожают по уму. Да, провожают по уму, а встречают-то все равно вот какой-то мыслеобраз у людей. Он создается. И поверьте, так устроен человек. Вот этот образ, он западает настолько глубоко. И потом человек, общаясь с вами, может быть, долгие годы, он все равно неизбежно отталкивается от того шаблона, который скреативился у него в голове. Вот сломать этот шаблон или то, что думают о вас люди. Может быть, первый шаг – это как раз имидж. Чтобы сознание повернулось у какой-то конкретной персоны. Может быть, вот стоит и об этом тоже поразмышлять. Может быть, не стоит уже вот этот шаблон о себе в сознании кого-то сохранять. А наступает время как раз это преодолеть, переложить в какую-то новую интересную концепцию. Вот какие-то действительно перезагрузки, выводы, причем с победой, с возможностями, приходят до конца декабря. И это должно быть в новом формате продолжено. Иными словами, вот эта победа, она должна быть продолжена. Или перейти, скажем так, в события будущего. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я вас благодарю за ваши искренние и душевные комментарии. За то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.